Девочки, всем привет! Вы на канале Таро Клуб Марго. Давайте посмотрим сегодня, что к нам стучит, что там к нам гремит, что дверь откроет, сердце успокоит. Девочки. Ну, давайте я закрытыми буду выкладывать. Так стучит. Гремит. Дверь откроет. Ну и сердце успокоит. Ну, началось, девчонки. Стучит вам. Рыцарь Пентаклей вам, девочки, стучит. Тот, кто давно уже к вам собирался или все добраться никак не может. Ну, тут из прошлого. Мальчик кому-то из прошлого. Мальчик, на которого вы залипли, девочки, как подсказка еще у многих, может быть, ну, и так случается, к сожалению, в жизни, да, с которым были отношения, потом девочки, это только про тех, у кого фертильный возраст, да, вот намек здесь. Может быть, ваши с ним отношения прервались, когда вы были в интересном положении, да, так скажем. Но это из прошлого кто-то. Кто-то остался, может быть, с ребенком. Разорвались отношения. И что ему надо от вас стало вдруг? Девчонки, что-то разбираться идет. И опять же рыцарь Пентаклей, да? Давно собирался. Какую-то девочке справедливость восстановить хочет. Тут смотрите, как интересно. Если это, ну, девочки, давайте без обид. Если точно его ребенок, вот, да, и у него были какие-то сомнения, он несется к вам выяснить, его ли это ребенок. Вот. Если это не его ребенок, тоже несется выяснить. Тут, короче, либо предъявить свои права на отцовство, да, то есть вот я ребенок этому, я отец этому ребенку и все, да. Ну, в общем, здесь за справедливостью к вам идет, с разборками за справедливостью. Давно собирался, может быть, ждал, пока вы родите или еще как-то. Смотрите, здесь, ну, еще о чем можно сказать. Непонятные отношения еще едет выяснить. Едет, идет. Давно тоже собирался. Что-то незаконченное между вами. И хотел бы прояснить и выяснить вот это дело. Здесь вот такое вот стучит. Гремит. Ну, девочки, тут все об этом же. То есть вывести вот эту ситуацию из состояния повешенного, да, из застоя, что-то прояснить, жезловый наш действенный такой, да, деловой, энергичный, предприимчивый король все-таки собрался с духом, да, вот по рыцарю Пентаклей долго-долго собирался. Ну и, собственно, едет, идет как-то решать вопрос, будете вы ли вы в связи с этими событиями там ему женой или не будете. Девочки, там, если не ребенок, то просто прояснить отношения идет. Потому что непонятные отношения, луна, да, муть какая-то. То ли есть отношения, то ли нет. То ли их окончательно завершить, то ли продолжать. И тут, знаете, с таким напором, что жениться или не жениться. А что это ему так припекло-то? А тут, девочки, прям огромное искушение у него на семью. Чего вдруг-то я не могу понять. А вы стали к нему холодны. Если раньше, быть может, вы там как-то его разговаривали с ним, да, добивались чего-то,
и он никакой реакции, да, по рыцарю Пентаклей, девочки. Здесь долго-долго прям отмазывался, отнекивался, может, вообще отмалчивался. То тут вот у него прям, я не знаю, какой-то прям жареный петух ему клюнул тут в одно место. Семьи захотел, смотрите, императрица, десятка Пентаклей. Но только тогда, когда вы уже отступились, остыли, да, вот сказали, да пошел ты, да не надо уже, да сама справлюсь. Дверь откроет. Ну вот он сам собственной персоной, девочки. Тут он у нас, король жезлов, да, собирается прям действия предпринимать какие-то, да. А тут, смотрите, он уже король Пентаклей. То есть вы королева, императрица, извиняюсь, девочки. И королева Пентаклей. Девчонки, блин, жениться к вам едет. Делать предложение тут точно вот как минимум. Вон, видите, он тут подарочком, с тортиком. Вот это, да, вот это сегодня поворот у нас тут. Причем едет тогда, когда вы его отпустили. Либо его отпустили откуда-то, девочки. Была двойка мечей, он, может быть, колебался там, сомневался, да, смотрите. Ну вот, когда ситуация уже отпущена, да, вот. Либо вы по королеве мечей сказали, да и, короче, плыви кораблик там, да. Либо его откуда-то там отпустили, от него отмахнулись, сказали, пошел ты. Вот он тут решил это, во что бы то ни стало, восстановить справедливость. Там отогнали откуда-то, значит, вот. Либо вы его отправили, перестали за него сражаться, драться, держаться. И тут у него, значит, это... Вот по рыцарю кубочков вам строить будущее, девочки, идет. С вами, как с королевой Пентаклей. Девочки, тут, смотрите, для тех, у кого была позиция к тайной жрице, да, то есть тайной женщины этому мужчине. Ну, блин, здесь, смотрите, идет все-таки к вам. Я могла бы сказать даже, что с предложением идет. Ну и чем сердце успокоит. Тут, конечно, интересно. Опять же, вот для тех, кто остался в интересном положении или просто с ребенком, когда-то, девочки, это могло быть по рыцарю Пентаклей даже несколько лет назад. То есть отвертелся, отбрыкался, это не мой ребенок, все, там, ничего делов не знаю, да, я еще не выгулялся и так далее. То сейчас вот идет выяснять, и если это действительно его ребенок, то он решил жениться. Тут все-таки больше про ребенка, девочки, опять расклад не для всех будет. Вот. Либо тут незакрытые вопросы в отношениях. Непонятные, мутные вопросы. Когда-то ему они казались непонятными, сейчас ему совершенно очевидно, что здесь из той, которую он прятал от общества, да, могла бы получиться прекрасная жена. То есть здесь вот прям сквозит, да, предложение, девочки. И если он когда-то с вами завершил отношения, девчонки, обнулил отношения, да, и ушел вслепую куда-то там, непонятно куда, оставил вас, может быть, вот в непонятной ситуации, в непонимании, да, того, что происходит, то вот чем ваше сердце успокоится здесь? Ну, проявится, девочки, он к вам. Тут вдруг притяжение у парня открылось. Опять императрица, девочки, вот императрица, вот. Здесь даже может проиграться для жен, от которых мужья ушли, да, в другие отношения, и теперь возврат. Не обязательно, говорю, здесь речь о ребенке, не обязательно, девочки. То есть тут возврат, да, проявляться будет и по пажу кубков, и по рыцарю кубков. Он напраздновался, все, девочки, вот с завязанными глазками, да, вслепую там с тросточкой куда-то пошел, не понимая куда, напраздновался, все. Не хочется ему больше праздновать. Ему там сердце разбили, девочки, вдребезги. Смотрите, отсюда уходил из непонятной ситуации по луне, да. Теперь оттуда ушел тоже по луне. Тоже непонятное состояние у него. Он за вами подглядывал долгое время. Девочки, если у вас тут кто-то замаячил, забрежил на горизонте, да, для отношений, то здесь он встрепенулся. Здесь вот так вот. Тут с любого расстояния, ну, здесь больше как бы эмоциональное, да, расстояние между вами было, нежели физическое. Перемен захотел. Не хочет он быть изгнанным из вашего рая. Ему это грустно. Пошел подбирать к вам ключики, девочки. Ну и чего? Решение идет принимать. Решил, что
Вы ему подходящая, девочки. Тут в императоры к вам метит. Вот так вот. Неожиданно сегодня расклад проигрался. Девчонки, пошел куда-то тогда, когда-то пошел куда-то. Вот. Что-то там набалделся, наотдыхался аж до тошноты, девочки. Все. Не достучался он там до кого-то. Также здесь карта о том, что вы не достучались до него, девочки, и бросили просто стучать в это все. А теперь он идет восстанавливать справедливость. Ну вот больше все-таки в большей степени проиграется для тех, у кого ребенок от этого мужчины. Либо вы ему жена, да, у вас детки, и он вас бросил и куда-то пошел. Сейчас вот идет. Каяться идет, девочки. Если вы уже в официальном разводе, допустим, да, ну вот скажет снова, выходи за меня. Да, семьи хочет, девочки. Вот такой сегодня интересный расклад. Да-да-да, на дне колоды, девочки, карта Иерофант. Все, нагулялся, что-то там понял, осознал. Идет к вам ваш ненаглядный, девчонки. Наполучал по шеям, девочки. Будет просить прощения, будет хотеть восстановить справедливость. Всем пока.